Из этого дома кто из РПГ бил? Я не знаю, я серьезно говорю. Сейчас все выясню. Народной милиции я вошел в одно из девятиэтажек, которые находятся над частным сектором. Это квартира обычного гражданина, но боевики Азов из этого балкона били по наступающим силам из РПГ-26. Давай выше. А это там нас никого надо наверху не маленький. Это звуки в соседнем доме, рвется боекомплект азовцев, который был в квартире. Судя по тому, что рвутся патроны уже несколько минут, БК у них там было очень много. Нет, Звание. Архив. У тебя звание какое? Вань, старший солдат. фамилия, имя, отчество. Савченко Сергей Сергеевич. Громче и чё? Савченко Сергей Сергеевич. Оружие где? На 8 этаже привалил. А что за оружие? Какое оружие? АК. А? АКС. Давно здесь воюешь? Отсюда кто из РПГ бил? С этого дома мы тут стоим, нету никого. Там нет перемета. Так что нам показалось вчера, получается? Дети, аккуратно! Там дети! Начальники какие-то есть, потому что, скажем так, бронежилеты, разгрузки, движение, тактика предусмотрено все городским боем, разрабатывается для либо ЧВК, либо специальной компании военных, потому что, опять же, броневики, танки Т-80, варты, БТРы, Хаммеры, это то, что не знаю, то, что есть. Сегодня Хаммера уничтожили.
улица Бахмутская. Очередной погибший мирный житель в самом центре Мариуполя. Погиб во время отступления украинских военнослужащих. Вот так в самом центре Мариуполя хоронят погибших мирных жителей прямо около детского сада в центре города. Да, ну, собственно, сейчас нас ждет интересный челлендж. Надо будет перебежать дорогу на ту сторону улицы. Вот крайняя стеночка, которая нас прикрывает от огромного района, в котором идут бои. Вот если можете видеть, вон буквально горит 9-этажка. Это, да, работают танкисты, вот там находятся снайпера украинские. Вот. Возможно, в той 16-этажке тоже. Ну что, ребят, с Богом, я первый, погнал. Ну, вот такой мусор находим на позициях вооруженных сил Украины. Флаги, здесь правый сектор, Азов, флаги Азов. Вот этот интересный, на мой взгляд, герб Украины и нацистская символика. Ну и, конечно, куда без кормильца, без Америки. Вот это ремень с убитого бойца с символикой. Книжки, Майнкрафт. Вот это интересно, тотальный опер, инструкция, аж 2 части, но, видимо, не помогло. Разный мусор в виде различий добробатов по шевронам. Сколько их там? В общем, потихонечку утилизируем. По сути, мы сейчас прошли пехоту, и вот за вот этим домом находится несколько наших танков, которые работают по крышам следующих 9-этажек. На них находятся снайпера. Вот местные жители выбегают из того двора. Вот. Дом нас от снайперов прикрывает. Мы решили дальше не двигаться, уже не проходить. У нас соображение просто человеческой, нормальной, как бы, логики вещей. Собственно, можно за моей спиной видеть один из домов 9-этажек. Вот. Тут точно так же на них буквально еще несколько дней назад сидели украинские снайпера и военнослужащие Украины с противотанковыми ружьями и системами противотанковыми, управляемыми ракетами. Из-за того, что здесь вот такое эхо, определить, где конкретно вот идет сейчас стрелковый бой, практически невозможно. Такое ощущение, что стреляют со всех сторон. Вот здесь слышно, кстати, сейчас работают снайпера. Мы видели сегодня уже несколько погибших мирных жителей, которые погибли буквально сегодня с утра. Кто от выстрелов стрелкового вооружения, кто от минометов. По сути, народ вот здесь, в этом дворе, сегодня первый раз вышел на улицу из подвалов, за месяц. Аллаху
الله أكبر دخل أخ ما سيلا يلا حاجة ما كنت شوف عمو وانفغل بعدين صوت بعد اشتغل Eliş bu atar iş yatır. Zavur şmartan atı çaddesi eliş. Allah da leto böyle. Cip ona Allah da vuru bizikten. Да, морпехи здесь уже. На кирпичи не наступает. Есть. Сука. Да, вот она у них лёжка, сука. Давай, ваши тогда встают сейчас в здании на заре. Я своих первый подъезд закрепляемся там. Я когда подойду туда, тебе свистну. Пацаны, быстрее! Нет, Сань. Вот эту девятину осторожнее. Вчера с этой девятины снайпер работал. Иван, вы что? Сектор вообще не смотрит. Да. Ну давайте тогда ваш черед. Вы просто так не пробежите. Аллах бабах. Ночью из того подвала, где оставались укропы, они ушли, подорвали подъезд, завалили в подвале местных. Там человек 20-30 должно сидеть. Братан! Иди сюда! Иди сюда! Ты откуда, родной? Резервист спрашивает, да ты кто? Я говорю, я укроп. Он стоит. А что делает? Что делает? Нахуй? Ёб, не в лоб, скажи. Сейчас союзники, морская пехота Российской Федерации проводят проверку этого дома. Вот. Но противник сейчас, получается, закрылся в следующей девятиэтажке. Сейчас здесь будет все зачищено, и после этого только возможно движение вперед. Он уже наш. У меня сгорел дом, пацаны.
Где видели ВСУшников? Вот сейчас будто стоянка машин. Там они, да, были? Да, в Балке. Вот ребята, весь бал. Они там на весе 3 домов стояли. Частный недостроенный дом, по соседству дом с мирными, с детьми. Вот ВСУшники засели здесь. Здесь вот мы видим, они сделали такой небольшой себе бункер, ну блиндаж, да. Вот, он идет сюда, здесь у них отвал земли, доски, несколько ярусов. Дом в 3 этажа. Здесь у них, вот мы обнаружили, лёжка. Остались их вещи личные. Здесь сидели минометчики, вели огонь по наступающим силам народной милиции. Соответственно, вели огонь из частного сектора, подставляя тем самым под удар мирных жителей. Мнение мирных жителей они, естественно, не спрашивали. Да, пришла украинская армия. Сказали, идите отсюда. Взял ребенка на руки, мать всех и ушли. Они, получается, заняли здесь Да, квартиры? они заняли квартиры. И вот результаты съемок ваших. Давно их выбили отсюда? Ну, дня, может, 4-3 назад. Было все нормально. Вот они первый раз приехали, поставили вот тут машину, 2 человек, заняли 9 этажи. 9, 8 никого не пускали. На следующий день приехали, сказали, выметайтесь отсюда. И все кто куда. Кто не ушел, вон, трупы лежат. Мирных? А это они Да, убили это, мирных? Говорят, когда бомбанули вот эту вот часть дома, они спрашивали, живые есть, и закидывали гранаты, лимонки. В квартиры? Да, Обалдеть. там, где голоса были. Что вот так вот. Бля, они бегают все, блядь. Никто не знает, где кто, блядь. Импровизированное кладбище среди домов. Хочу сказать одно. Мы жили на Украине, кто-то в нее верил, кто-то на многих говорил, что там есть сепаратисты у нас, которые ничего не имели против России. Я хочу передать огромный привет мэру города Мариуполя, который не включал достойно сирены, который за 8 лет войны не подготовил ни одного бомбоубежища. Подвалы наши сыпались, рушились, которые в пыли. Что еще сказать? То, что он наш город бросил, оставил людей на целый месяц без продуктов питания, без воды, без детского питания, без света, без газа. Мы месяц не видели хлеба, а эта тварь свалила. Пожалуйста, передайте на всю страну, он бросил народ. Чтобы вы понимали, эвакуация людей, вот всех, вот это весь Мариуполь, который уже сюда везут целую неделю. Людей достают с подвала, российские солдаты. Помогают. Помогают, Ребята. кормят. Они детям голодные дают свои пайки. Понимаете? На руках выносили На руках детей. выносят детей. А вот эти остатки роскоши, вот эта украинская армия, они просто играются и стреляют по деткам маленьким. Мы просто видели это своими глазами. Это вы должны показать на весь мир. Не только Украина говорит, что она красивая страна. На весь мир покажите. Эвакуацию всех людей производили русские войска. Ни один украинский военный не выводил нас с подвалов. Ни один. Потому что нас И еще вопрос. Я в политике слаба. Я не воин. Но то, что я увидела своими глазами, я считаю, если охраняют город, они должны стоять на окраинах. Если вы не можете его выстоять, бросайте автоматы, сдавайтесь, уходите. Они начали прятаться в жилых кварталах, в школах, в садиках. Где жилые дома? Они зашли. больше никого не было. И тех, кого ловили за жопу русские войска, они сказали, мы живыми отсюда не выйдем, мы будем закрываться живым мясом, живое мясо, которое выжило. Значит, Вот и все. как На только- весь мир передайте, как только- обосралась Украина. Теперь, ребята, что еще хочу сказать. Значит, в Мариуполе разрушений, из 100% разрушений, 85% разрушения, это разрушили наша украинская армия.
Потому что мы лично видели, как подъезжали на машинах с минометами. Тут же в 100 метрах, в 50 метрах выстрел, через голову летит мина, и в этом же поселке взрывается. Я насчитывал 2 раза по 10 выстрелов, 100% они разрушали нашу инфраструктуру города. Не знаю, откуда это был приказ. Россиянам, ребятам, низкий поклон. Некоторые дороги выглядят вообще вот так. Нам приходится проезжать вот таким вот чудесным способом. Это улица Почтовая, да? Или Куприна улица? Все еще Куприна, да. Техника. Тут сквозные дома. Там военный есть впереди? А? Военный есть впереди? Там не было. Не было в той стране военных. Там рождавки лучше такие, как мы. Два знакомых, один из них офицер. Они часто показывали, выставляли видео, как подрывали гранатой человека, который уже не мог сопротивляться, как издевались над детьми, прятались в школах, прикрывались мирными жителями. Одного военного зовут Петя, фамилию я не помню, другого Давид, он офицер. Азовцы прям гордились тем, что они издеваются над людьми, что они убивают всех, даже обычных людей, которые ни в чем не виновны. Магазины не работали, аптеки не работали. Мы сидели в подвалах и не могли найти даже воду. Мы собирали дождевую воду и пили ее. Вы зашли?
Что? Окна держи. Понял, как нет. Аллах бабах нахуй! Аллах Акбар! На нас напали, Россия оккупант. Все, что нам прививали все эти годы, я работаю учителем, все эти годы прививали в нас дух патриотизма ярый. Я тоже была ярая патриотка, когда живешь в таком обществе, когда все это тебе говорят, когда все это тебе внушают, ты, конечно же, в это веришь. Украинские новости очень интересно все это преподносят. Все время был фейк. Нам сказали, что наше село хотят сравнять с землей, русские. Это должно было быть, по-моему, в 2 часа или в 3, ну, днем. Ну, конечно же, в 2-3 часа, слава богу, ничего не было. И нам объявили, что договорились, и русские мирно войдут. У меня родители пророссийские, они, конечно же, радовались, они спокойно сидели, но у меня еще все было такое в душе, немного злость. Вошли мирно, как оказалось, ночью вошли, спокойно, без всяких стрельбы по мирному населению, без какого-то мародерства, без какого-то злости, что было, кстати, для меня очень неожиданно, потому что украинские СМИ все пишут, что стреляют по мирным жителям, стреляют по домам специально. Подошел ко мне потом российский начальник и лично дал нам еды. Я не знаю, это был просто такая радость, потому что украинские власти, никто не дал нам коридора, привезти нам гуманитарку, принести нам лекарства и просто вывести нас. У нас не было коридора совершенно. У нас есть волонтерша в селе, которая возила нам еду до того, как русские потом, спасибо им, стали привозить нам каждый день. Она возила просто еду и то, что нужно было. И ее на пятихатках стали в нее стрелять наши ж украинские. Я, если честно, не поверила, потому что я очень яро к этому относилась, что на нас напали. Но когда мне отец пришел и сказал, что нашу единственную такую вот женщину, которая помогала селу, ее просто стали стрелять на пятихатках свои. Просто видят машину и видят цель, стреляют. Я от русских такого не слышала, что папа говорил, что русские постреляли машину. Я такого не слышала, и это меня, конечно же, сразу впечатлило. То, что писали, не совсем сошлось с тем, что есть на самом-то деле. Украинцы по нам стреляли, не давали нам ни выезда, ни гуманитарки, ничего. У нас мальчик умер, моей сестры одноклассник, потому что он хотел выехать. Но в него попал украинский военный диск, и он убил его. Всем привет, это проект Варгонза. Продолжаем радовать вас новостями с Азовского побережья. Буквально вот перед тем, как мы начали запись, здесь прошла наша российская вертушка, которая, безусловно, отрабатывала свой боекомплект по боевикам и неонацистам из Азова и других подразделений ВСУ, интегрированных с радикальными группировками, расположенных на промзоне Азовстали. Там самое большое количество сейчас боевиков сконцентрировано. Если мы берем левобережный район Мариуполя, если вы еще не поняли, это вот наша традиционная рубрика «Мариупольский котел». Операция продолжается, она фактически вышла уже на свою финальную стадию. У нас есть подробная как раз сейчас информация по левому берегу, я ее озвучу. Линия фронта на данный момент проходит по улице Украинского казачества. Это новое название, судя по всему.
Там фактически вот наше подразделение накануне и ночью продвинулись вперед еще на несколько кварталов. Сейчас мы готовим карту. Ну вот это опять же наш схематичный рисунок. Передадим нашим графистам, где вы уже потом можете детально и тщательно рассмотреть, где мы продвинулись. Вот достаточно такой большой кусок, если вы сравните с предыдущей нашей картой, удалось уже отжать у противника. Но, тем не менее, сказать, что ситуация такая легкая, тоже будет неправильно. Мы все-таки вот тоже собрали данные по поводу количества боевиков, сконцентрированных в Мариуполе, и ВСУшников вместе с ними, а также специалистов ГУР и других подразделений специального назначения Украины. Мы давали вам цифру ранее где-то в 3-4 тысячи боевиков, но наши оценки были неверны. В каком смысле? Это на каждом из берегов Мариуполя, и на левом берегу, и вот на основной части города где-то в районе по 3,5 тысячи находится, собственно говоря, солдат противника. То есть общее количество тех, кого еще придется зачистить, это где-то в районе 7 тысяч военнослужащих, террористов, боевиков. Каждый может называть как хочет, но для меня однозначно это противник и люди, которые подвержены неонацистской идеологии. Они используют мирных жителей как живой щит, как свое вооружение, по сути дела. Поэтому, конечно же, для меня они и боевики, и неонацисты, и террористы в каком-то смысле тоже, потому что мирное население постоянно терроризировали и терроризируют до сих пор. Ну, вернемся к фактам. Где-то 7 тысяч их находится сейчас в городе. Было до этого в районе 20 тысяч. Это вот данные, предварительные данные нашей разведки. Какое-то количество, конечно, из них уже уничтожено. Близко оно, наверное, к 1010, плюс-минус, да. Сейчас сложно сказать точную цифру, когда уже будет территория полностью освобождена, все тела будут собраны, и будут подведены, скажем так, итоги, тогда точно не озвучим. Ну и какой-то части, безусловно, удалось просочиться, вырваться из окружения под видом гражданских. Те, кто пытались прорываться с боем, были уничтожены. Кстати, вы слышите тоже гул авиации, он фактически здесь на Азовском побережье не прекращается. Наши ВКС очень активно помогают работать именно по Азовстали, чтобы выбить оттуда террористов. Там серьезные подземные коммуникации, которые позволяют им там создать большие склады боеприпасов. Туда завозили буквально тоннами БК и тяжелое вооружение, ну, все, что, собственно говоря, требовалось для организации вот этой операции «Живой щит». Я ее так называю, потому что это варварская история, когда жители использовали как прикрытие для своих действий радикальных. Это, по сути, спецоперация. Мы вчера накануне об этом говорили, которую проводили и реализовывали в жизнь люди из 73-го морского центра специального назначения, а их готовили своего рода в свое время, точнее, натовцы и британцы. Вот такая обстановка. Сейчас рисуем подробную карту. В ближайшее время увидите ее, детально рассмотрите. Будем держать вас в курсе всех событий. С вами был проект Варгонза, побережье Азовского моря. Рассказываю вам о Мариупольском котле.